Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Таро в потоке. Название нашего сегодняшнего разбора звучит так: Его неотправленное письмо вам. И он будет только на одну позицию, потому что это экстрасенсорно-потоковый разбор. Смотреть будем глубоко, смотреть будем информацию из потока, и карты я буду использовать как ключи для входа в этот поток. И, конечно, перед нашим разбором я хочу вас пригласить на свой новый курс обучения как раз ясновидению, как раз тому, что вы видите на моих экстрасенсорно-потоковых разборах. Да? То есть вы видите, как льется информация из потока и как я ее считываю для вас. Вот если вы хотите научиться делать так же, если вы хотите раскрыть себя, стать уникальным человеком, видеть больше, чем все остальные, приходите и попробуйте. Приходите и попробуйте, потому что можно очень долго блуждать в темноте и думать, могу я это или не могу. Что-то вот ко мне приходит, но я не знаю, как этим пользоваться. Всему этому можно обучиться. Курс стартует уже 16 мая, в эту субботу. Осталось совсем немного времени. Группа уже сформирована, осталось всего несколько мест. Возможно, одно из них ждет именно вас. Напишите мне в WhatsApp, Telegram или Max: Людмила, хочу стать вашей ученицей. Я вам вышлю всю необходимую информацию. Поторопитесь, потому что мы начинаем уже в субботу. Итак, мои дорогие, мы приступаем к нашему разбору. Для начала я сделаю сигнификацию, что между вами с этим мужчиной сейчас. Да? А потом мы послушаем его неотправленное письмо вам. Давайте посмотрим. Так, что между вами сейчас? Ну, значит, смотрите. Здесь немного предыстории показывается, что первоначально мужчина очень сильно хотел вас завоевать и прикладывал огромные жезловые усилия для того, чтобы вы обратили на него внимание. То есть здесь какое-то стремление, да, к созданию этих отношений проявил прежде всего он, этот человек. Он вас завоевывал, он вас очаровывал, говорил вам комплименты, а вы здесь занимали позицию такой рациональной, разумной, достаточно холодной женщины-недотроги. Вот, значит, но после этого между вами возникли взаимные отношения. Несмотря на то, что вы с человеком абсолютно разные. Вы можете жить в разных странах, и эти отношения возникли по интернету. Или вы можете жить рядом, работать на одной работе, да, просто вы разные по характеру, разные по жизненным взглядам и устремлениям. Вы с человеком очень разные. Но у вас здесь сработал принцип, да, что противоположности притягиваются. Вот вы притянулись с человеком. Значит, возникли взаимные чувства, взаимное притяжение. И вы сложили свои мечи. Да? Вы очень такая рациональная, разумная женщина, которая не бухается вообще в отношения с головой, которая не позволяет себе, вы знаете, как-то раствориться в человеке. Да? Вы всегда выбираете то, что выгодно, вы всегда выбираете то, что удобно, стабильно. Вы за сохранение стабильности. Но тот мужчина, который вас просто как-то, знаете, своей настойчивостью, что ли, вовлек в эти отношения. Вот он вас вовлек, да, а сейчас вы не вместе, а сейчас все плохо. Сейчас
пятерка пентаклей, пятерка мечей. То есть после того, как вы пережили период вот этих бабочек в животе, влюбленности, притяжения, увлеченности друг другом, доверия какого-то особенного, да, вы начали бороться друг с другом. Каждый из вас попытался сказать, что главным буду я. Потому что у каждого из вас было свое представление о том, как это должно быть. Вы мечтали о чем-то одном, мужчина мечтал о чем-то другом, и, возможно, да, ваши мечты не совпали друг с другом. Вот, значит, сейчас отношений скорее нет. И последнее ваше общение, оно закончилось какими-то неприятными вещами. Возможно, мужчина сказал вам гадости, и вы об этом думаете теперь. Может быть, и вы ему ответили, и вы думаете оба. Да, но в любом случае, вот некое ваше последнее общение, оно принесло какие-то неприятные переживания. Эти переживания, они уже немного улеглись. То есть ссора и некое такое окончание типа отношений, она или окончание, оно были уже достаточно давно, да, не вчера. Может быть, там месяц назад, а у кого-то, может быть, год назад. Потому что вот эти переживания, они уже потеряли свою остроту, и вы уже, возможно, и готовы были бы простить этого человека, подпустить его к себе, да, дать ему шанс на возобновление этих отношений. Но он молчит, вы молчите, и все ваше общение, оно происходит где-то в ментале. То есть вы с ним разговариваете в ментальном плане, он с вами разговаривает, да, и вот этого возобновления, восстановления не происходит. Хотя импульс здесь очень сильный к восстановлению отношений присутствует. Вам тяжело. На самом деле вам тяжело было и с ним, потому что это такие своеобразные отношения, когда вы разные люди, да, вам приходится приспосабливаться, подстраиваться друг под друга. Значит, вам тяжело было и с ним, и еще тяжелее без него. Можно сказать, что это человек как ваше наказание какое-то, да, пришел. Вот вы чувствуете, что меня наказали этим человеком, потому что и с ним я быть не могу, мне сложно с ним договориться. И без него тянет дьявол меня, да, изнутри. Вот. Значит, у кого-то из вас здесь может быть семья. Если мы не говорим о семье, да, то здесь очень сильные родовые связи. То есть если вы, допустим, не замужем, не имеете детей, то для вас очень важны родители, очень важна ваша родительская семья, сестры, братья, да, вы всем помогаете, и, допустим, они тоже могут помогать вам. Если у вас есть дети, нет мужа, да, то для вас вот эти родовые связи, это наши дети, да, тоже наше продолжение, тоже очень важны, и вы акцентируете свое внимание на детях, вот, а не на любви. То есть любовь и вот эти семейные связи у вас как-то вот отдельно стоят. Любовь с этим человеком конкретным, да. Вот, значит, здесь и для него тоже семейные связи могут быть очень-очень важными. Если он женат, то в угоду любви он не готов разводиться. Вот, если он не женат, да, то здесь могут быть очень близкие отношения с родителями, послушание, да, то, что он всегда делает, то, что ему говорят родители. Или какой-то акцент на собственных детях, да, что вот я должен все своим детям, я сначала должен дать образование, воспитание и так далее, а уже потом все эти любовные переживания. Короче говоря, плохо здесь всем. От того, что вы не общаетесь, вам обоим плохо. Вот так. Но никто пока на компромисс не идет, на примирение не идет. Хорошо. Ну, давайте мы с вами почитаем его неотправленное письмо вам. Читать буду как раз при помощи ясновидения, того самого, да, которому собираюсь обучать своих учеников. И как опору, как ключ для входа беру метафорические карты. Сразу буду открывать.
Письмо читать буду от первого лица, от лица вашего мужчины. Как раз посмотрите, как я работаю, да, и, собственно говоря, каким учителем я являюсь. Как говорится, товар нужно всегда смотреть лицом, да, идти нужно к тому человеку, работу и результаты которого вы видели своими глазами, а не к тому, который лишь что-то обещает. Я сама человек конкретный, люблю конкретику и даю всегда тоже конкретику. Господи ты, Боже ты мой, что такое-то у нас? Угу. Ты знаешь, я люблю тебя. Я люблю тебя, и я уже очень давно это понял, что ты особенная. Ты не похожа ни на кого. И на самом деле я интересуюсь тем, любишь ли ты меня. Любишь ли ты меня до сих пор. Иногда я смотрю таро-расклады. Я даже купил колоду себе, как это смешно не звучит. И иногда делаю расклады на тебя самостоятельно. Я знаю, что ты увлекаешься эзотерикой и что ты смотришь таро-расклады. И мне тоже это все очень, стало очень интересно, да, я стала в это верить. Вот. Я люблю тебя, и единственное сомнение, которое у меня есть, это сомнение в том, а были ли мы бы с тобой счастливы, были бы мы с тобой счастливы в случае, если бы все получилось и все срослось. Ведь мы с тобой очень-очень разные. И для нас с тобой, для каждого из нас, да, понятие счастья, понятие любви, понятие благополучия — это разные вещи. Для тебя очень важно быть состоятельной, иметь какой-то обеспеченный быт и быть уверенной в завтрашнем дне. Для тебя очень важно, чтобы мужчина был для тебя опорой и создавал вот этот быт, создавал будущее, да, стал стеной, на которую ты можешь опереться. К сожалению, я не такой мужчина. У меня очень много проблем, в том числе и психических проблем, с которыми я не могу справиться. Я человек, которому самому требуется опора. И на самом деле я искала эту опору в тебе. С начала нашего знакомства я, безусловно, испытал колоссальный сексуальный интерес, и меня как будто бы накрыло, и я прям сходил с ума по тебе и очень хотел тебя завоевать. И очень, во что бы то ни стало, у меня вот прям какой-то был сумасшедший чёс. Можно сказать, что я открыл на тебя охоту, я на тебя охотился. Но потом я провалился в глубочайшую зависимость. Я сам не понял, как это произошло. Из моей страсти, из моего сексуального желания, притяжения вдруг выросло нечто большее, что-то, что я не ожидал увидеть внутри себя. Вдруг выросло желание баловать тебя, сделать тебя счастливой, удивить тебя, быть для тебя кем-то, быть для тебя лучшим. Но, к сожалению, одного моего желания недостаточно. Мое желание, ты знаешь, оно не рождает хорошую работу или деньги. И мое стремление кем-то стать, оно тоже не рождает. В своих фантазиях, да, я крутой,
я могущественный, я богатый. Но это, ты знаешь, только мои фантазии. И в глубине себя я очень хорошо понимаю, что я никем и не стану. Что, в принципе, я вот остановился на каком-то определенном уровне развития и не пойду никуда дальше. Не пойду никуда дальше. Для меня вот тот уровень, на котором я нахожусь, это максимум, это все. Я не могу сделать никаких шагов вверх по лестнице. И я не могу стать твоей опорой, потому что скорее я твоя обуза. Я вот чувствую себя твоей обузой. И на самом деле, когда я думаю о том, что бы получилось между нами, если бы все получилось, я понимаю, что я стал бы твоей обузой, и через время ты стала бы раздраженной, нервной, психовала бы на меня, отрывалась бы на меня, говорила бы мне о том, что я неудачник, никчемный, халявщик, альфонс. И я думаю, что через время ты нашла бы себе еще кого-то, потому что я стал бы тебе неинтересен. У меня есть маленькая тайна. На самом деле, какой бы страстный я не был, и как много слов я не говорил бы о сексе, о взаимодействии с тобой, я испытываю отвращение к сексу. На самом деле я испытываю отвращение к сексу и к голому телу. И это у меня с детства. Я очень долго пытался это все перебороть в себе. И иногда я страдаю импотенцией из-за этого. Когда я оказываюсь в постели с женщиной, которую я очень сильно хочу, вот я ее могу хотеть до определенного момента, а потом у меня может все упасть. Потому что в моей голове начинает всплывать вот это отвращение странное. Хотя женщина может быть прекрасной во всей своей красе. То есть моя маленькая тайна — это то, что у меня есть что-то в психике, что я не могу перебороть, да, оно всплывает в моменты сексуальной близости, оно может всплыть, может не всплыть, но иногда оно всплывает, и у меня все падает, и я абсолютно бессилен как мужчина. И дело, конечно же, не в тебе, дело во мне, дело в моем восприятии происходящего. Ты знаешь, я совершенно измучен своим одиночеством. Вокруг меня много людей на самом деле, но мне все время кажется, что я нахожусь в пустой комнате. В комнате, где стоит идеально заправленная кровать, стоит идеально чистый школьный рабочий стол, и на полках стоят идеально чистые книги. Это комната, где все очень чисто, как будто бы подвержено какому-то солдатскому порядку. Это комната из моего детства. Ты знаешь, когда меня воспитывали, родители все время пытались вбить в меня определенную дисциплину послушания. Наверное, поэтому я вырос таким непослушным и ненавижу порядок, и ненавижу, когда мне пытаются навязать условия к существованию. Но эта комната никуда не делась. Она есть внутри меня, и я на самом деле все время ощущаю себя в этой пустой комнате. Пустой не потому, что нет вещей, вещи там есть, да? Пустой, потому что я там всегда один. Я сажусь на эту идеально заправленную кровать и знаю, что я один. Меня никто не поймет, и никто не услышит, и никто не сможет меня отсюда вытащить. Я это чувствую, и от этого мне становится очень страшно. Как будто бы я сам пугаю себя тем, что я навсегда останусь одиноким. Неважно, сколько людей находится вокруг меня. Я все время испытываю тревогу за свое будущее, за то, что будет дальше. Что будет, если рядом со мной не будет человека, способного меня обеспечить? Потому что
Я, если честно, совершенно не чувствую себя человеком, который может себя обеспечить сам. Мне нужно, чтобы кто-то был рядом. Я чувствую себя абсолютно беспомощным. И поэтому мое будущее пугает меня. Я все время нахожусь в состоянии тревоги. Тревоги за это будущее. Ты говоришь, что тебе нужна опора. Это точно не я. Это точно не я. Я как пластичная лоза винограда, которой самой нужна опора. У меня нет этой опоры. И если ее и не будет, я просто буду валяться на земле и, наверное, скоро умру. Все время чувствую приближение смерти и удивляюсь, почему же ангел смерти не забирает меня. Мне самому нужна опора. Именно поэтому, к сожалению, кроме своих эмоций, кроме своей любви, зависимости от тебя, я ничего тебе дать не могу. Я не могу тебе ничего обещать, я не могу тебе ничего дать, но это не отменяет того, что я все время чувствую колоссальную потребность в твоем присутствии. Внутри меня просыпается какой-то маленький мальчик, который говорит: дай ее, дай, хочу без всяких условий. Ну, поэтому я иногда веду себя как дурак, да, что-то требуя от тебя, того, что ты не хочешь мне давать, боясь потерять свою стабильность. Ты не теряй ради меня стабильность, не теряй, не слушай меня, не слушай мои обольстительные речи, не слушай все эти слова любви и приглашения в мою жизнь. Это все временно, ты знаешь, я настолько все хорошо понимаю, просто мне хочется тебя, я зависим, я люблю, и я абсолютно не знаю, что мне делать. Мне хочется, и вот этот эгоистичный ребенок внутри меня требует, чтобы я завоевывал тебя. Но другой человек, другая часть моей личности, да, та, которая далека от эго, она понимает, что нечего дать, что я просто испорчу тебе жизнь. Понимаешь? Просто испорчу тебе жизнь. В угоду своим амбициям, в угоду своим желаниям. Ты знаешь, что мне хочется сказать тебе на прощание? Встретимся во снах. Я так часто мечтаю о тебе. Ты мне так часто снишься. Снишься, что мы вместе, что мы очень-очень счастливы, что мы живем в огромном доме с панорамным остеклением, и что у нас есть ребенок, дочка. И каждое утро я выбегаю на пробежку или на велопробежку, целую тебя в щеку или в лоб, пока ты спишь, потому что это всегда происходит рано. Заглядываю в кроватку нашей дочери и ухожу бегать, держать себя в форме. Ты знаешь, вот такая у меня мечта, и вот такие сны мне очень часто снятся. Может быть, ты тоже их видишь? Может быть, ты тоже их чувствуешь? Я часто мечтаю о тебе, но понимаю, что все это никогда не сбудется. Поэтому, моя дорогая, встретимся во снах. Ну вот, уважаемые телезрители и телезрительницы, такой у нас получился сегодня разбор с вами. Надеюсь, что вы почувствовали, услышали своего мужчину, услышали, что он хотел скрыть от вас, что он хотел бы, что вырывается из него, да, что он хотел бы вам все-таки рассказать. И получили какие-то ответы на свои вопросы. Ну и, конечно, напомню вам о том, что стартует курс ясновидения. И если вы хотите научиться этому мастерству, попробовать себя, да, безусловно, я хочу сказать сразу, да, все это зависит от вас в том числе, да, потому что моя задача объяснить, показать,
рассказать, как это работает, рассказать технологии, да, провести практики вместе с вами. Ну а дальше все будет зависеть от вас, от того, насколько вы открыты этому обучению, насколько у вас открыто видение, да, чувствование и так далее. Но все это можно развить даже в зачаточном варианте. Даже если у вас что-то сверкает, но вы не знаете, откуда и что, и как к этому относиться, всему можно обучиться, и все это можно развить. Приходите учиться, мои дорогие. Благодарю вас за ваше внимание, и, как обычно, хочу пожелать вам только одного — встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!